Бортовой дневник, день 1064. Космическая станция. Это Киев, Павел. Я все еще живой и все еще с вами. Знаете, только часы помогают мне не сойти с ума, когда я смотрю на бескрайние просторы космоса. Кислорода осталось на 65 дней. Надеюсь, мое сообщение получит. Я пошел поправлю солнечные батареи. Я скоро вернусь. День 1066. Солнечные батареи не работают. И мне кажется, что я начинаю потихоньку сходить с ума. Кстати, гимнастика помогает по утрам. И разговоры с собой тоже помогают. Пойду проверю запас кислорода и вернусь, и мы поговорим о часах. Это Киев, Павел. Бортовой журнал, день 1000. Какая разница? Зачем я все это записываю и для кого это все говорю? Я не понимаю. Больше не будет записей о том, какое состояние корабля, сколько воздуха осталось и вообще, что осталось в этом бескрайнем космосе. Со мной в этом бескрайнем космосе часы и те вещи, которые я взял с собой. Коробка часов Moonwatch, которые я хотел подарить своему сыну. Я хочу поговорить о ней. А самое главное, это те самые Снупи, которые когда-то помогли моим коллегам приземлиться. И сегодня я хочу поговорить о часах Омега, о часах Снупи. Поехали. Не уходи безропотно во тьму. Будь яростней пред ночью всех ночей. Не дай погаснуть свету своему. Хоть мудрый знает, не осилишь тьму, во мгле словами не зажжешь лучей. Не уходи безропотно во тьму. Сегодня я хочу поговорить о воспоминаниях. Воспоминаниях, которые позволяют человеку жить в пространстве, когда никого нет. Эти воспоминания связаны с часами. У меня с собой на борту 2 часов. Это часы Снупи, 50-летие компании Омега, и часы Moonwatch, те самые часы, которые побывали на Луне. Вот такая большая коробка часов Moonwatch с логотипом Speedmaster. Эти часы я хочу подарить своему сыну, когда вернусь на Землю. И я вам покажу коробку, но рассказывать сейчас о них не буду, потому что я хочу, чтобы он первый вскрыл его и посмотрел. Большая коробка с логотипом. Здесь еще сохранена пленка заводская. Я хочу, чтобы эту пленку снял мой сын. Конечно, в кадре было бы здорово показать, как это все детально, но мы вот вскроем. Большая красивая коробка. И здесь в заводской упаковке лежат те самые часы, которые побывали на Луне. И мне кажется, что один из самых лучших ходов, связанных с часами, это то, что эти часы действительно побывали на Луне, и никакие другие часы не несут таких воспоминаний. Скрывать я сейчас их не буду, я вам просто покажу, что они есть. Вот, я покажу, какая тут большая коробка, инструкция, а также ремешки НАТО. Причем, почему они такие? Потому что именно такие ремешки использовались и надевались на скафандры космонавта. В комплекте идет 2 ремешка, а также можете самостоятельно заменить металлический браслет на ремешок НАТО. Когда 18 лет исполнится моему сыну, я хочу, чтобы он взял эту коробку, открыл, и я расскажу об истории этих часов, о том, каким образом, в каком году начинается история Moonwatch. Вот. И я думаю, что
Это именно те часы, которые вы можете оставить в наследие. У меня есть 2 часов, которых я решил подарить своим детям. Это первые часы, это Rolex Hulk. Вот, а вторые часы, которые я решил оставить, и я считаю, что они будут символами той эпохи, в которой мы уже не живем, это все равно уже не выпускается. И это часы, это история. Это, знаете, какое дорогое вино, которое в бутылке выдерживается годами и с годами становится только лучше. Представляете, когда он откроет эту коробку, огромную, здоровую, там на земле, и увидит эти часы, и обязательно заинтересуется, что это такое. И когда он узнает об этом, я думаю, что он никогда их не продаст. Эти часы должны быть в коллекции, и они непродаваемы, на мой взгляд. Эта коробка предназначена для него. И я думаю, что часы Amiga Moonwatch — это отдельный космический день, который мы посвятим и обязательно расскажем еще раз, потому что эти часы всегда достойны обзоров, и сколько бы времени ни приходило, эти часы будут в моде, эти часы не стыдно надеть на руку. В космосе это единственные часы, которые идут. Хотя сейчас появилось много часов, которые в космосе, но именно эти часы являются тем самым ДНК Омеги, которые есть. Вторые часы, которые я взял с собой в полет, в экспедицию, это часы, которые были выпущены уже в 2020 году. Это Снупи. А в 1962 году первые часы Amiga Moonwatch по своей инициативе взял американский космонавт. И это часы, которые побывали на Луне. И есть 2 часов, или, по-моему, даже 3 часов. Первые, насколько я знаю, это Гагарин. Часы штурманские были на нем. А у меня сейчас коробка с Омегой Silver Snoopy Edwards, посвященный 50-летию вручения премии. Вот, 50 лет назад, вот от 2020 года, премия была вручена, и эти часы для меня знаковые, и в них, на самих часах, содержится очень много отсылок к истории Moonwatch вообще, в принципе. В этих часах, наверное, вся квинтэссенция всех моделей, которые были, а было несколько моделей, которые не выпускали. Именно эта модель мне очень сильно понравилась. Я хочу рассказать вообще, каким образом я принял решение, чтобы эта модель у меня появилась. История покупки этой модели. 2020 год был достаточно сложным, этот год был пандемийный, и я помню, как мы все перед полетом сидели на карантине. Я много смотрел обзоров разных часов и думал, что же взять с собой в полет и какие часы бы принесли мне эмоции. И я увидел обзор на YouTube-канале у одного из известного американского блогера, где я узнал, что Омега выпускает часы. Вот как раз вот именно эти часы лежат у меня на столе. Я посмотрел этот обзор, и вы знаете, я в них увидел столько позитивного. Вокруг было настолько много унылых красок. Здесь я увидел, знаете, дорогу в будущее. На тот момент, когда случаются какие-то события, какие-то катаклизмы, теряется какая-то цель. А здесь я увидел, что историю компании, увидел историю Moonwatch, и они настолько повеселили меня в этот сложный период времени, что я посмотрел этот обзор и услышал в обзоре, что эти часы будут не лимитированы. До этого компания Омега выпускала 2 модели, они были лимитированы, и я думал, что, наверное, получить их уже не будет возможности. А на тот момент я уже стал покупать часы в бутиках и вставать в очередь, и уже официально мне компании часы, как только они приходили, я их покупал по ритейлу. То есть это вот такая дорога часового коллекционера. Я пошел в Омегу. В Санкт-Петербурге, в магазин и в Москве. Я был первым или одним из первых, которые пришли в бутик и сказали, я увидел на обзоре модель Снупи, и я так в нее влюбился, что прям хочу ее в коллекцию, тем более она не будет лимитированная. Меня поставили в очередь на эту модель. Первым в Санкт-Петербурге. Я каждые 2 месяца звонил
и узнавал, как продвигается моя очередь. И вот произошел тот момент, когда в Россию поступили эти часы. Я знал, что пришло 10 часов в Москву. Я был как раз в Москве, и менеджер бутика мне позвонил, пригласил на примерку. Он сказал, что часы очередь, очень сложно. И мне тогда намекнули о том, что надо бы купить очень много ненужных часов, коллекцию, хотя у меня уже на тот момент была Омега в коллекции. Это было такое первое разочарование, которое меня постигло, потому что я померил часы, и у меня очень хорошая память на номера. Я запомнил номера часов, которые мне показали. И примерно я могу определить, у меня была коробка часов до этого. Я знал, каким образом нумеруются часы. И когда я увидел эти часы, которые якобы предоставились какому-то известному коллекционеру в Москве, но не мне, конечно же, я их увидел в ломбарде. И компании, которые эти часы завезли, они засняли видео, выложили, и там можно было сделать стоп, и номер часов был прямо засвечен. В результате этого, по-моему, если я не ошибаюсь, был уволен директор ГУМа Омега, потому что все часы, которые поступили в Россию, они пошли на серый рынок. Был целый скандал, мы с Мишей Аркеляном тогда писали письма в Омегу, в бутики. Миш тоже хотел себе такие часы получить, потому что он сказал, ну смотрите, я же пришел, встал в первую очередь, они же лимитированы. Вот, но так мы немножко попали в такой вот именно как работает серый рынок. А мне сказал тогда продавец, что, Паш, вот ты думаешь, я тебе отдам часы, которые стоят там 2 миллиона на рынке за 600 тысяч рублей, там тогда ритейл был в районе там 670 тысяч рублей по тому курсу. Вот, то есть я тебе 1 000 000 рублей должен подарить, ты считаешь это так? Я тогда только начинал знакомиться со структурой серого рынка, а потом уже понял, что если ты хочешь купить часы, есть обязательно люди, которые тебе их продадут, только надо немножко заплатить в 3 ритейла больше. Мне не удалось купить их официально в магазине, и вот тут на помощь пришли мои итальянские друзья. Вот. У меня в руках карточка, которая была выдана в магазине Венеция, не скажу где. Они встали в очередь на Снупи, которые тоже любители часов, они коллекционеры, у них есть Омега, они дождались своей Снупи, и в итоге часы оказались у меня. Так что Санкт-Петербург и Венеция вроде как получил в бутике в Петербурге, но оказалось это Венеция. Знаете, такая дорожка, мост между Санкт-Петербургом и Венецией. То есть Северная Венеция все-таки Санкт-Петербург. И это немножко знаково. Через 6 месяцев после того, как 21 год, карточка, я поехал в Италию забрать свои часы Снупи. И вот я раскрываю коробку, и в них я вижу те самые часы, которые я смотрел на обзоре с таким удовольствием о том, что они будут у меня. Я официально их куплю. Вот. И что я вижу? Здесь есть внутри надпись, что ты можешь сделать за 14 секунд. И вот сейчас, помимо того, как я буду рассматривать эти часы, как будто бы они в первый раз у меня попались, я расскажу, какие смыслы, какие знаки заложены в этих часах. Компании любят часовые делать ребусы разные, но мне кажется, что здесь правильное отображение часового квеста. Если вы хотите что-то донести, то вот здесь компания Омега, мне кажется, что выполнила задачу на 5 баллов. Нет ничего, чтобы мне не нравилось в этих часах, кроме того, что они механические, они автоподзавод. А почему? А потому что только механические часы могут работать в невесомости, а не с автоподзаводом. Здесь вы, если видите, у меня не тот ремешок, который был заявлен в комплекте. Я поменял этот ремешок после того, как мне их привезли. И причем ремешок подходит от современной версии Moonwatch, то есть это часы изначально в комплектации не идет металлического ремешка. Я посчитал, что несмотря на то, что в космосе у нас мы используем вот такие ремешки НАТО, чтобы было удобно одеть на скафандр, да, потому что здесь большой размер, я посчитал, что на Земле лучше и красивее или стильней, чтобы был именно металлический браслет.
И очень удобно, кстати, сделан у Омеги металлический браслет. Как я говорил, что у разных компаний есть разные браслеты. И вот компания Rolex, компания Omega делают удобные браслеты. Так что вот изначально, когда вы откроете вот эту заветную коробку, если вам удастся получить часы эти в коллекцию, вы увидите изначально не металлический ремешок, а вот такой вот ремешок, выполненный из скафандра космонавта. И на обратной стороне вы увидите какой-то странный рисунок. На самом деле это схема полета космического корабля Аполло-13, которая изображена на задней части. Это очень круто, потому что на ремешке тоже нанесено какое-то послание. И в комплекте идет книжка. Сейчас я ее буду показывать и тоже немножко расскажу об истории. Кстати, здесь еще лупа есть внутри. Вы можете посмотреть и разглядеть маленькие детали, которые не видно, если у вас плохое зрение. Или вообще, в принципе, мне кажется, что очень хорошие манеры вкладывать вот в часы маленькую лупу. Потому что если часы сделаны с большим количеством деталей, вот эта лупа, она, знаете, такое вишенка на торте. Это очень хорошая комплектация. И в мунвотчах традиционных здесь тоже есть такая лупа. И здесь они тоже вложили, только здесь это черного цвета, а это темного цвета тоже со шкалой. Теперь подробнее я хочу рассказать, что я вижу на этих часах, какие надписи находятся на задней крышке и почему они были нанесены. Я раскрываю свои часы. Помимо того, что они очень красивые сами по себе, подобраны цвета, серебряный цвет циферблата, темно-синий безель, все лаконично, сами часы красивые. Вы можете видеть некоторые детали, которые эти часы отличают от других. Вот что мне больше всего поразило в этих часах, когда я смотрел обзор и увидел Снупи, который изображен здесь на серебряном циферблате. Я подробнее расскажу, что это такое. Я увидел заднюю часть часов. И меня поразило, что на задней части я не увидел открытого механизма. Я такой, опа, а где механизм? Я увидел нашу планету Землю, крутящуюся. То есть, когда эти часы заведены, наша Земля крутится. И на задней части изображена Луна. Надпись, как я ее для себя перевожу, «Взор к звездам». Часы Омега Снупи – это сплошная эмоция. И кому бы ни показывал эти часы, а первые, кто увидел их часы, это мои дети. Вы знаете, я сейчас подробнее расскажу, что представляет циферблат, диаметр корпуса, там, толщина, все это ерунда. На самом деле, когда я принес их домой, у меня есть маленький ребенок, Александр, он взял эти часы, посмотрел на циферблат, сказал, да, красивые, и повернул часы вот обратной стороной. И вот тут, дорогие друзья, он завис минут на 10 и позвал старшего сына, и они стали рассматривать заднюю крышку, она прозрачная, этих часов. И мне было интересно смотреть, как старший ребенок, которому было там, на тот момент уже там, 14 лет, а этому было там, 4 года, и вот они сидели и, я могу сказать, залипали на ту картинку, которую вы можете видеть. Когда вы повернете часы Омега, вы увидите не механизм, вы увидите целое произведение искусства. Во-первых, вы увидите Землю, которая вращается. Ладно, звезды, надпись «Взор к звездам», да, то есть, что бы вы и куда бы вы ни смотрели, вы все равно видите звезды. Луну, а также, что больше всего понравилось моим детям и мне, потому что мне кажется, что каждый космонавт в душе ребенок, это Снупи, который вылетает на своем космическом корабле. Вот вы нажимаете кнопку хронометра, вот, ждете 14 секунд. Именно эта надпись написана на коробке, что можно сделать за 14 секунд, а я вам сейчас расскажу, что случилось и почему 14 секунд. И ровно через 14 секунд появляется Снупи. И даже сейчас, когда я с вами разговариваю, вот, я хочу посмотреть, как крутится планета, Снупи летит, и за минуту он делает полный оборот. И также крутится Земля. За одно это вы можете приобрести эти часы в коллекцию, потому что такого не было нигде. И те две модели, которые были выпущены ранее,
они совсем другие. Хоть предыдущая модель, которая была до выпуска этой модели, там просто Снупи серебряный нарисован. Вот здесь, мне кажется, то же самое крутое исполнение задней крышки. То есть на задней крышке, еще раз повторюсь, вы видите Луну, вы видите Землю, вы видите Снупи, вы видите надпись. А также у вас возникает вопрос, а почему так? Почему 14 секунд? И почему Снупи? Снупи был создан художником и карикатуристом Чарльзом Шульцем в 1950 году, 4 октября. Почему именно Снупи было выбрано, я не знаю. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пожалуйста, поделитесь в комментариях либо в Телеграме, либо в видео. Вот, как вы думаете, почему именно Снупи, почему именно этот художник-карикатурист и почему НАСА сделала Снупи персонажем для всей отрасли НАСА? Почему? Вот я такой вопрос. А так, Чарльз, спасибо тебе большое, что ты придумал обалденного песика, который нас всех веселит. И на коробке, кстати, часов, вот вы видите того самого Снупи. И вот теперь более подробно о циферблате, о том, что здесь написано, этой истории с 14 секундами. Эта нашивка была вручена НАСА, и сертификаты, и вот это серебряный Снупи всем работникам компании Омега 5 октября, по-моему, 70-го года. И вот этот Снупи серебряный, он изображен на серебряном циферблате. То есть циферблат часов Омега серебряный. И здесь тот самый аутентичный Снупи, который нарисован, и такой же значок был подарен всей Омеге. Помимо того, что на задней крышке, как я сказал уже, мы видим целое произведение часового искусства, потому что так интересно передать задумку и вот эти 14 секунд, о которых написано в коробке, которые написаны на самих часах, а, собственно говоря, что же случилось. 23 апреля 70-го года была миссия Аполлон-13. Есть такой даже фильм с Томом Хэнксом, рекомендую посмотреть, где у космического корабля у них взрывается баллон с кислородом, возникает вопрос, каким образом они вернутся на Землю. И в качестве экономии они не используют бортовой компьютер, они стали часы Омега, и ровно 14 секунд они отсчитывали время, была скорректирована траектория возвращения, и они спокойно опустились в Тихом океане, и произошла посадка, а могла бы сложиться трагедия. Эти часы помогли, и эти 14 секунд они сыграли очень большую роль вообще, в принципе, наверное, в истории НАСА. И на коробке, и на часах, и 14 секунд, когда вылетает Снупи, все это здесь. И надписи, которые мы видим на задней крышке, а здесь мы видим 5 октября 70-го года. Что случилось? Это вручение, был вручен серебряный Снупи, а также сертификат. Здесь написано Apollo-13. То есть вы можете, помимо этого, когда вы читаете эти маленькие надписи, то есть это часы непосредственно принимают участие в этой событии. А также апрель 1970-го. То есть 70-й год, 23 апреля, экипаж принимает решение, 14 секунд, спуск. И этот Снупи, который изображен на вот этом, на шевроне, вот здесь вот, и который подарили НАСА Омеге, изображен на циферблате. Циферблат серебряного цвета, он выполнен из серебра. Мне нравится, когда компании со смыслом наносят какие-то вещи, какие-то загадки на свои часы, которые напрямую относятся к их истории. Да, например, в 2003 году была выпущена лимитка, и количество часов было 5441. А на самом деле это время, когда спускался Apollo-13, 54 минуты 41 секунду, такие ребусы в виде надписей. И все они по теме, и все они вызывают интерес к тем событиям космической отрасли, которые были. И это, мне кажется, круто, когда все загадки и все квесты, которые хочет сделать компания, они настолько правильно вплетены в часы, ты, когда их разгадываешь, ты погружаешься с этими часами в их историю. Вот это круто. То есть эти часы несут очень много в себе событий и очень много истории. И истории, то есть это квинтэссенция всех 3 моделей, которые были выпущены. Иметь на руке у себя в коллекции такие часы,
Я считаю, что каждый коллекционер, который может себе это позволить и достать эти часы, мне кажется, это круто. И я в коллекции выбрал двое часов. Это традиционные Omega Moonwatch, которые были изначально, которые не выпускаются, которые подарю сыну на 18 лет. И те часы, которые я ношу сам, не каждый день. Я достаю, рассматриваю и снова вспоминаю те события. Этим событиям посвящены эти часы. Я хочу рассказать про механизм. Механизм 3861, точность 0 плюс 5 секунд. Это достаточно серьезные параметры. Это сертификация METAS. Это самая сложная сертификация, которая есть на сегодняшний день. Есть COSC, есть METAS. Запас хода 50 часов, это механика. Вот это тот минус, который я говорил, что этим часам не хватает автоподзавода, а когда ты переворачиваешь на заднюю крышку и смотришь, вообще не нужен этот автоподзавод, все именно сделано так, как нужно. Частота 3 Гц, 21600 полуколебаний в час. Чем отличается от механизма, который был в предыдущих часах? Это два отличия вот этого лунного механизма. Это коаксиальный спуск, кремниевая пружина, баланс и вот тот самый замечательный еще и вот сертификация METAS, которые прошли эти часы. То есть вот эти часы, по-моему, механизм был представлен в 2019 году, и вот в часах новых Omega уже стоит вот этот механизм. И, конечно же, наша любимая мною рубрика – это технические характеристики. Сегодня мы будем измерять технические характеристики с помощью ручки, которую мне подарили при покупке этих часов. Да, Omega дарит сувениры. Это ручка, которая пишет в невесомости. Вот я, когда сейчас бортовой журнал свой веду, я ее использую и, как правило, делаю какие-то рисунки на стене, потому что записывать журнал уже надоело. Так вот, посмотрим, какие технические характеристики у этих часов. Так, замеряем, значит, корпус. Корпус 42 мм. У Rolex 40, но здесь 42. Между прочим, сидит на руке очень хорошо. Значит, толщину замеряем. 14, но это у нас же METAS, 14,47 мм, дорогие друзья. Сейчас мы проверим водонепроницаемость. 50 метров, совершенно верно. Видите, какая ручка волшебная. Так, безель проводим. Так, спектральный анализ безеля – это керамика, выпуклое самфировое стекло и сапфировое стекло сзади. 42 мм, 14 мм толщина, практически 15, часы удобные. Еще раз покажу вам браслет, который идет в комплекте, в котором тоже зашифрован обратный путь Apollo 13. И я еще взял себе, я считаю, что он, вот такой натовский ремешок летний, если вы хотите заменить его, вот он как раз в бело-синих цветах и в цветах НАСА. Я считаю, что это ремешок из того количества ремешков, которые есть на сайте Omega. Вы знаете, что вот ремешки НАТО, там порядка 30 ремешков, плюс-минус. Вот этот ремешок больше всего подойдет к этим часам. Но мое видение дизайна этих часов, что они должны быть на металлическом браслете, и это более, мне кажется, лаконично. То есть они такие земные, но летом они могут стать у вас космическими часами. Немножко я хочу вам рассказать про книжку, которая идет внутри. Здесь показано 18 мая 1969 года, когда космонавты идут на космический корабль, и они как раз вот этого песика, который в 50-м году был нарисован, трогают за нос. Эта фотография уникальная попадает в этот журнал. Вот. Здесь же вот как раз появляется логотип Снупи, который изображен на моих часах. Вот такой сертификат, мы его покажем ближе, и вот такой серебряный значок, вот он изображен здесь, можете посмотреть, он изображен еще и на часах, вот, и сертификат, который НАСА подарила с подписью, все члены экипажа расписались на этом сертификате, и вот этот исторический документ, фотографии вы можете видеть в этой брошюре. Кстати, здесь показано, как здесь вручается этот сертификат, не сертификат, а значок. Вот, и на ласком пиджака чуть-чуть ниже нужно носить значок, вот буквально там сантиметр уступаешь и вешаешь. Часы Moonwatch, которые побывали на Луне, и как раз здесь используется ремешок НАТО. Не такой ремешок,
как вот вложен в комплект изначально. Я его, кстати, отложил, потому что любой коллекционер, он когда видит ремешочек, он его снимает, заменяет на другой, потому что мало ли что продам когда-нибудь, вот пусть будет в оригинальном. На самом деле он очень жесткий для меня, он, когда я его стал носить, он жестко на руку, нежели металлический. Здесь мы видим на следующей странице траекторию возвращения, как раз, которая на ремешке тоже изображена. Вот они в Тихом океане как раз приземлились, и вертолет, кстати, с номером 66 их забирает. И также мы можем видеть 2003 год, когда выпускается первый Speedmaster Snoopy, как они выглядели. Здесь Snoopy картинка изображен, и просто его такой же дубляж изображения на циферблате. Это 2003 год, спустя, по-моему, 33 года после этого выпускается событие. То есть вот НАСА вручила награды, и только через 33 года, в 2003 году, выпускаются первые часы. Кстати, если вы узнаете, кому пришло в голову в 2003 году, может быть, какой-то маркетолог, кто появился в компании Омега, кто предложил выпустить эти часы. Потом следующий, это 2015 год, лимитированная версия, 1970, по-моему, экземпляров, и как раз здесь тоже написано про 14 секунд. И мне здесь нравится в этих часах, что на обратной стороне вот серебряный Снупи, это тоже круто, и если бы, мне кажется, что Омега сделала бы вот такого же Снупи, такого объемного на вот этих часах, то есть не просто не сделала принтом, а сделала объемный маленький серебряный шильдик, это был бы просто полное завершение, на мой взгляд, дизайна. Но что сделано, то сделано. У меня в коллекции не одни часы. И часы Омега Снупи я бы оставил и попросил бы своих детей, своих мальчишек не продавать. Это не только их история, но это и моя история. И я считаю, что вот здесь Омега абсолютно в тот сложный год была настолько на высоте, что если бы я был по-настоящему в космосе, я, наверное, бы испытывал бы такие же эмоции. Я, как маленький ребенок, бы сидел и смотрел на заднюю корпус, несмотря на то, что за бортом у меня были бы такие же звезды. В них отображается часть нашей жизни. Ни одна компания не сделала самого гениального маркетингового хода. Это часы, которые побывали на Луне. Это стоило 1 цент в тот момент, когда часы, вот 1 цент заплатили для того, чтобы сделать целую историю. И все поколения, вот сколько бы времени ни прошло, эти часы будут первыми. Невозможно создать хомаж этих часов. Если вы поклонник Омеги, то посмотрите на эту модель, ее можно достать. И когда вы будете, как я, в космосе, и когда вы будете один, и будет очень тяжело, и продукты будут на исходе, эти часы всегда будут поднимать вам настроение. Мало того, что они ходят, тикают, они работают вместе с вами. Если вы их не завели, то вас уже нет. Потому что космическое пространство, оно такое глубокое, сколько там лететь еще, это неизвестно. Пока живет человек, эти часы двигаются, и сердце их стучит. Вам я желаю удачных взлетов и посадок на любых устройствах космических кораблей и новых путешествий к звездам. Посмотрите на звезды и вспомните, что у Омеги есть такие замечательные часы. Если вам не достать эти часы, попробуйте достать часы Омега Moonwatch в том самом первом исполнении. Они тоже крутые. И цена здесь будет приемлемая. Так что мне пора. Я пошел, как говорится, менять солнечные батареи. Это был канал про часы, про время, про людей. Это была миссия, которая длится жизнь. Ваши часы, ваши руки, ваше сердце. Поехали! Здравствуйте и до свидания. Это 13-й день экспедиции. Да какой 13-й день экспедиции? Нет, это 4-й год. День 1054.
Это кайф. Это кайф. Это так просто... Дорогие россияне, покупайте Снупи в бутиках Женевы. Что я хочу сказать? У вас их часов нет, а мне они есть. Так что... Дорогие любители часов, которые хотят получить часы по ритейлу. Ваюшки. Дорогие друзья, я разыскиваю хоть одного человека, кто получил в очереди в бутике эти часы. Если кто такой есть, пожалуйста, пишите в комментариях. Я хочу увидеть этого человека и поцеловать ему персты. Опять на станции происходит какие-то люди непонятные. Здесь не должно никого быть, я схожу с ума. Они меня не выпускают, они говорят, пока ты не запишешь, домой не пойдешь.